Здравствуйте, дорогие друзья! Новая экспозиция античного искусства в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа представляет коллекцию античной скульптуры. Большую часть экспонатов посетитель увидит впервые. Эти артефакты прежде находились в кладовых и не были представлены на постоянной экспозиции музея в историческом комплексе зданий. Памятники исследовались, проходили реставрацию, хранились, и это новое открытое хранение в РХЦ – результат большой совместной работы коллектива специалистов и новый этап осмысления античного наследия. В прошлом веке ценным считался только подлинный памятник, не реставрированный, не дополненный или переработанный в новое время. Сейчас отношение к прошлому, в том числе к античным памятникам, изменилось. Ценность представляет любой артефакт – художественно-историческую, культурную ценность. Большой интерес вызывают реставрации. Сейчас наука переживает настоящий бум интереса к истории реставрации, а история вкуса и коллекционирования уже давно стала частью искусствознания античности. Сегодня 227 произведения античной скульптуры впервые представлены в открытом хранении в РХЦ. Это торсы, головы, бюсты, вазы, канделябры. Все эти памятники поступали в Эрмитаж, начиная с петровских времен и до середины XX века. Посетитель увидит произведения, которые приобретались императорской династией Романовых в составе очень знаменитых, очень крупных коллекций антиков, таких как Лайт Браун, Джампьетро Кампано, Александра Григорьевна Лаваль. Здесь вы увидите памятники, которые были привезены в XVIII веке адмиралом Спиридовым, собраны на Эгейских островах в ходе русско-турецкой войны, дипломатические дары Николаю I от римских пап и неаполитанского короля Фердинанда II. Эти произведения показывают разные этапы коллекционирования и разные этапы реставрации. Здесь вы увидите покупки агентов Петра I в Риме. Памятники собраны библиотекарем Николая I Сейджером Болгарии и Румынии. Отдельный раздел расскажет о находках миссии археологического Российского института в Константинополе. Античность – высокая мода российской и западноевропейской элиты. И во все времена правители, монархи старались собирать произведения античного искусства. Бум коллекционирования и реставрирования антиков пришелся на вторую половину XVIII – начало XIX века. И именно к этому времени относится большая часть коллекций, которая была собрана в Италии, и многие из этих коллекций поступили в Россию. Сегодня большую часть собрания антиков Эрмитажа, античных мраморов Эрмитажа, составляют памятники, прошедшие реставрацию в мастерских XVIII-XIX веков. Тогда критерии, подходы к реставрации были совершенно другие по сравнению с современными подходами. Были другими критерии подлинности, и в коллекции зачастую входили копии и имитации античных скульптур. Фрагмент всегда дополнялся до целой статуи – головами, руками, атрибутами. Очень часто реставратор создавал фантастический персонаж, а иногда исследовал знаменитому подлиннику. Реставрацию проводили знаменитые скульпторы и реставраторы античных скульптур – Бартоломео Кавачепи, Пиранези, Альгарди. Таких имен мы знаем достаточно много. Центральная группа экспозиции – мраморы из коллекции Лайт Брауна, приобретенные императрицей Екатериной II. Коллекция Лайт Брауна была широко известна уже в XVIII веке. Ее владельца, известного коллекционера и директора Лондонского банка, современники называли виртуоза, знаток изящного. Антики приобретались Лайт Брауном из старинных римских собраний – Барберини, Массими, Вероспи, Джустиниане, Альбани, из раскопок на вилле Адриана.
По составу и состоянию памятников коллекция была типичной для XVIII века, но выделялась внушительным размером и высоким качеством предметов. Многие статуи проходили реставрацию в мастерской Бартоломео Кавачепи. Один из канделябров, который вы видите в центре зала, полностью изваян в мастерской Кавачепи. Его изображение мы видим в альбоме Кавачепи. Это портфолио работ реставратора. Грани канделябра украшают изящные рельефы, изображающие жрицу храма, несущую отрубленную голову к алтарю. Это фантастический персонаж, возникший в воображении Кавачепи, возможно, под влиянием христианского мифа о Юдифе. На другой грани мы видим изображение сатира, держащего чашу и зайца, и на третьей – танцующую Минаду. Второй канделябр, стоящий в центре, увенчан колонной с плющом. Его мы тоже узнаем в альбоме Кавачепи. Такие красивые составные композиции были очень характерны для его манеры. Низ канделябра украшают три архаические фигуры – Артемида, Муза, Аполлон. Резцу Кавачепи принадлежат колоссальные маски варваров, расположенные на решетке у стены. Одна маска античная, она была отреставрирована, а другая полностью изваяна в подражании античной, мастерской Кавачепи. Такие маски обычно украшали крышки большого саркофага. В центре композиции колоссальная нога императора из Алепской Брекчии. Это нога триумфатора, обутая в сапоги кальцеи. Такая обувь не могла использоваться воинами или обычными людьми. Такие сапоги мог носить лишь император или бог триумфального шествия Дионис. В Эрмитаже в зале Диониса мы видим точно такие же сапоги на ногах у Диониса. Если представить себе статую, которой могла принадлежать нога, то окажется, что высота составит 4 метра 80 сантиметров. Скорее всего, это произведение было создано изначально как фрагмент и вполне возможно в эпоху Возрождения. Настоящая жемчужина собрания Лайт-Брауна – погребальная урна Корнелия Затика. Его имя помещено на надписи на урне. Украшает ее также виртуозно исполненный рельеф – изображение охоты Мелиагра. Каледонская охота – это традиционный сюжет для саркофагов и урн. Сюжет, который символизирует победу над смертью. Урна исполнена в античности. Это как раз пример полностью античного произведения. Она исполнена в Риме во второй половине II века нашей эры. В это собрание входил и торс Афродиты, приобретенный им из коллекции Барберини, как мы узнаем из каталога Лайт-Брауна. Торс был найден на вилле Адриана подле Рима. Правая рука Афродиты была опущена, а левая поднята вверх. Это замечательный пример греческой работы, восходящий к скульптору Полихарму Родосскому и исполненный во II веке до нашей эры. На вилле Адриана было довольно много подлинников греческой эпохи, и как раз к таким оригиналам можно отнести этот великолепный торс. Большая группа мраморов, представленная в открытом хранении в РХЦ, это антики из собрания маркиза Кампана. Одно из самых крупных частных собраний XIX века, насчитывавшее около 15 тысяч предметов, скульптур, фресок, бронзы, стекла, ювелирного искусства. Это собрание частично вошло в коллекцию императорского Эрмитажа. Благодаря энциклопедическому разнообразию и большой численности коллекция и музей Кампана стала символом национального достояния Италии. Но, как известно, Кампана, который занимал должность директора ключевого финансового учреждения Папской области, судной кассы, был обвинен в растрате. Его коллекция конфискована и выставлена на продажу. В 1861 году часть коллекции приобрел Александр II для Эрмитажа. Значительная часть попала в Лувр и остальное – другие собрания. Поступление части коллекции Кампаны в Россию называли главным событием века. Приобретение огромного и ценного собрания было большой дипломатической победой России и имело последствия для Эрмитажа, античное собрание которого приобрело мировой масштаб. Ряд портретов римлян, установленных вдоль окон хранилища, это портреты из собрания Кампана.
Здесь также находятся и портреты из собрания Лайт Брауна, Монферрана и других коллекций. Престижный объект коллекционирования, античный портрет добавлял значительности любому владельцу. В музее Кампана скульптура занимала несколько зданий, но основным хранилищем, так называли музей, было здание на Виа Маргутта. Статуи и бюсты подбирались тематически, они служили иллюстрациями мифологии или истории Древней Греции и Рима. Подлинные фрагменты дополнялись реставраторами торсами, головами, руками, атрибутами. Статуи неизвестных римлян подписывались именами известных персонажей. Сейчас в РХЦ находятся бюсты Суллы, Цицерона и статуя Мария. Эти легендарные личности эпохи поздней Римской Республики приобрели особую популярность в XVIII веке, в период революции. Полководцы, политические авантюристы, вошедшие в историю военными успехами, жестокостью и коварством. Портреты Суллы и Цицерона, по всей вероятности, вышли из одной мастерской. Они считались античными, но еще в прошлом веке специалисты установили, что оба портрета копируют образцы не античные, а относящиеся к XVI и XVII веках. Известно, что создавались целые серии таких скульптур. Они копировали портреты, которые считались античными. И вот такова статуя Мария. По сообщению Дескампа, автора каталога скульптуры Кампана, эта статуя была найдена в Адриколе. Но в действительности это прекрасная работа XVIII века, в которую включены и античные фрагменты. На фото зала музея Кампаны мы узнаем эту статую. Она составляет пару скульптуре Суллы, иллюстрируя драматический эпизод противостояния двух исторических деятелей. На постаменте статуи Мария мы читаем надпись, его имя. Прием воссоздания антика путем составления из разных частей с приданием новой легенды использовался для статуи и портретов коллекции Кампана очень часто. При этом перечисленные экспонаты все имели, пользуясь современным выражением, археологический контекст. В каталогах указано их происхождение из известных археологических раскопок. В музее Кампаны находился и огромный Аполлон. Эта статуя занимала ключевую позицию на экспозиции в галерее Герм. Статуя была размонтирована в советский период в Эрмитаже, и сейчас мы видим чудесный, крупный, колоссальный торс, который в действительности когда-то относился к статуе атлета, а другие части Аполлона находятся здесь же, в РХЦ. Отдельно хранится голова, дополненная в свое время реставратором. В середине XIX века скульптуры поступали зачастую и в виде даров от европейских правителей и римских пап. Антики были интересны тем, что имели настоящий дипломатический статус. Целая серия таких подарков – это находки из Рима, из раскопок Помпеи и Геркуланума. К этой серии относится великолепный фрагмент с изображением военных трофеев – дар императору Николаю I от папы Григория XVI. Здесь, в РХЦ, вы можете увидеть не только произведения, которые входили в исторические собрания, проходили реставрацию в известных мастерских, отдельный блок экспозиции, надгробные рельефы и надписи на плитах, декреты, указы, посвящения, оказавшиеся в России в XIX и XX веках в результате находок в Малой Азии, территории современной Турции, в Западном Причерноморье, современная Болгария, на Эгейских островах, современная Греция. Эти мраморы, как правило, не проходили реставрацию, не подвергались переработке. Они представляют большой интерес как подлинные античные артефакты и памятники древней истории и культуры. И как раз здесь, в РХЦ, можно сопоставить, как выглядят антики из исторических собраний и антики из раскопок, пусть и XIX века. Надгробие Трифона, найденное в Смирне, содержит очень известную и очень красивую поэтическую стихотворную эпитафию. Большой интерес вызывает декрет агрономов Месембрии, греческой колонии на западном берегу Черного моря. Декрет призывает принять участие в избирательной кампании и предлагает выбрать агрономов, это специальные чиновники, которые отвечали за стандарты мер и весов и устанавливали
правила торговли. Множество новых и ярких страниц, страниц истории, коллекционирования, реставрации, почитания античности, страниц античной цивилизации вы увидите здесь, в новом открытом хранении античной скульптуры РХЦ.